telling about the science and spirituality. Вчера я говорил о науке и духовности. So what is the difference between the science and spirituality is more important to understand. Очень важно понять разницу между наукой и духовностью. As I given a small definition yesterday, the science is to see the essence and it is a study. Как я вчера говорил, дал краткое определение науки. Это наука, это значит смотреть суть, see the essence And to study. и означает изучать. And it always speaks. И наука всегда говорит. Whereas the spirituality А духовность is the revelations. это откровение. Now how to understand this concept? Как понять эту концепцию? Now yesterday we also discussed about quantum physics. Вчера мы также говорили о квантовой физике. So what is physics? Что такое физика? If you define the term in Latin, Если перевести этот термин с латинского, physics means nature. физис означает природа. So how we will study about the nature? То есть как мы будем изучать природу? From one it develops three. Из одного, то есть один стал тремя. As long the nature exists without any further study, it will remain a nature. Пока есть природа, и пока мы ее не изучаем, она остается просто природой. But when you try to understand the nature, Но когда вы пытаетесь понять природу, then it will never remain as one, it will become many. то она уже не одно целое, а она становится многообразием. Now, in this process of study of physics, you can try to understand 3 points. И в процессе изучения физики вы можете понять три момента. What are those? One is the nature. Что это? Это первое – природа. Where there is a nature, that means there is an object. Там, где есть природа, значит, есть там и объект. When you see an object, definitely it will be in the space and time. Если вы видите какой-то объект, конечно же, он находится в каком-то пространстве и времени. So nature is what? Поэтому что такое природа? Whatever animate and inanimate in this world То is есть the nature. все живые и неживые объекты вот этого мира, это и есть природа. Okay. Now whatever you see, the animate and inanimates, they are the objects of the nature. И поэтому все живые и неживые существа, они являются объектами природы. As long these objects exist in this world, Пока эти объекты существуют в этом that will be мире, named as the space and time. все это называется пространством и временем. So one nature goes under the process of 3 states. И природа проходит через три стадии. So the nature itself is the deep sleep state. Природа сама по себе это глубокий сон, состояние глубокого сна. When it transfers itself from the nature to object. А когда природа... As long it is nature, it is nature. Because it has no sense. When it tries to convert itself into a sense, it becomes an object. Когда природа сама по себе, она остается природой. Вот. У нее самой по себе нет мышления. Вот. Когда она преобразуется, она становится объектом. It becomes an object. It becomes an object. When it tries to study it, itself becomes an object. Да, то есть когда природа пытается саму себя изучить, то она становится объектом. So that is the dream state. И это состояние сна со сновидениями. Первый был глубокий сон, а теперь сон со сновидениями. And as long it is on the space and time, И до сих пор, пока все это рассматривается во времени и пространстве, that is the conscious state. вот, и природа во времени и пространстве, это уже есть сознательное состояние, то есть состояние бодрствования. Now, up to now, you fail to understand what I said. Да, я понял, что вы до сих пор ничего не поняли, что я But I сказал. will make it very clear Но сейчас я все проясню вам. with an example. Примерами. When you sleep completely, Когда вы полностью глубоко заснули, without any body movement, и ваше тело не шевелится, that is deep sleep state. это состояние глубокого сна без сновидений. So such is the nature of the nature itself. То есть вот такова именно природа, как этот сон, такова природа самой природы, это естество природы. Природа вот именно так себя ощущает. As and when we close our eyes, the nature will not be visible to us. Когда мы закрываем глаза, мы не видим природу. So when nature is not visible, it means
either the nature is in the deep sleep state or we are in the deep sleep state. Поэтому, когда мы не видим природу, два варианта. Или мы глубоко заснули, или природа глубоко заснула. As for we concerned that. Ну, что касается нас, да? Как мы But это for рассматриваем. others who look into the nature, Но для других, кто смотрит на природу, they try to study the nature. они пытаются изучать природу. Since we are in the deep sleep state, we fail to study the nature. Так как мы сами находимся, пребываем в глубоком сне без сновидений, мы природу не изучаем в этот момент. So, either way, if you see, either on the part of nature or on the part of the object, when one is absent, the other will also be absent. И, значит, если рассматривать как природу и объект, если что-то отсутствует, if something is absent, then Other part will also be absent. то нет тогда другой части. Если кого-то нет, то и части нет. Very simple. Пример. When I think about you, then only you will think about me. Например, когда я думаю о вас, то вы думаете обо мне. If I am not paying any attention to you, you will never bother about me to think. Если я не буду обращать на вас внимание, то вы тоже никогда не будете думать обо мне и размышлять. So it is like a thought-provoking process. То есть это как провокация мысли. Okay? So as long you are in a deep sleep state, you will never understand anything about the nature or yourself. Когда вы находитесь в состоянии глубокого сна без сновидений, вы никогда не можете понимать природу. That is the true and reality of the nature. Вы не можете понимать природу, вы не можете понимать себя, и это есть вот именно такова природа, ну, вот, качество самой природы. Природа именно такая, она в глубоком сне. So in this way, in physics, they try to understand the nature, how the nature was. Подобным образом в физике они пытаются изучить how the nature Was. какова была природа. Вот они пытаются изучить, какой была природа. The nature without any variations. Природа без всяких вариаций. And it remains stagnant. И природа, она неподвижна, остается неподвижной. So they consider, the physicists considered that the nature is mere an energy without any movement. Поэтому ученые решили, что природа это просто недвижимое состояние. That was its origin. Это был ее исток, то есть она была сначала неподвижна. Later, when they tried to analyze how we have emerged into this world, then they become subject to object. They tried to study the object, now how these objects have appeared. А дальше ученые пытались изучить, как мы появились, то есть как появились существа, и получился объект, то есть объект изучения. Now, in the nature, how this object has emerged, when this question has come, поэтому, когда возник вопрос, как появился объект в природе, so they could analyze that this is the dream state. то они пришли к заключению, что это есть состояние со сновидением. How it can be a dream state? Как это может быть состояние со сновидением, сна со сновидением? When you study something, когда вы что-то изучаете, when you try to analyze something, когда вы пытаетесь что-то анализировать, your study and analysis is like a fiction, то ваше изучение, оно как фикция, which как is выдумка. imagination. Это как воображение. Imagination has been called as illusion. А воображение называют иллюзией. To study any object, illusion is more Для important. того, чтобы изучать объект, очень важна иллюзия. Unless you have an art to study, you cannot study properly. Если у вас нет искусства изучения, то вы не можете правильно изучать объект. So what is art? Art, Что значит искусство? it is hallucination. Искусство – это галлюцинация. If I say, Если я говорю, this man is intelligent, этот человек умный, immediately your intellect will start processing. сразу же у вас начинает работать интеллект. How he can be intellect Как than me? он может быть умнее меня? What I lack and what he is possessing. Чего у меня нет, что у него есть? So this kind of analysis has been named as art. И подобного рода анализ называется искусством. You have not compared yourself directly with him with his knowledge. Вы не сравниваете себя с его знанием напрямую. Whereas you started analyzing yourself through your mind, how far I am better than him or how far he is better than me. Но, тем не менее, вы начинаете анализировать через свой ум, применимо к себе. То есть, что во мне не хватает, что у него такого есть, то есть через себя пропускаете. So it is a state of dream. Опять-таки, это как состояние сна. And dreams are not true.
А сны, они не настоящие, они нереальны. After this object, when you analyze, Когда вы анализируете этот объект, when the consequence of that object becomes subject, когда последствия этого объекта становятся субъектом, that subject is the space and time. этот субъект есть время и пространство. Or you can say that subject is covered by the space and time. Или вы можете сказать, что объект покрыт Now, what is the space and time? временем и пространством. Что такое время и пространство? Space is the cosmos where all we exist. Пространство — это космос, в котором мы все существуем. And time is what? А время? The time of ours staying in this world. Время — это время нашего пребывания в этом мире. So, in this short span, what we want to analyze, И за этот короткий промежуток времени, что мы хотим проанализировать? what we are, Кто мы есть? where from we have come, Откуда мы пришли? and how this nature exists. И как существует эта природа? Is nature created by me or I created by the nature? Меня создала природа или я создал природу? So, who was the first? Кто был первый? How it's getting moved? Как это все движется? How it stops? Как она останавливается? Even if I seize my body, still this world will run. Если я оставлю тело, этот мир дальше продолжает So this существовать. kind of analysis are made by the physicist То есть about the nature. физики изучают природу вот, через подобный анализ. So they considered as science. As science. This analysis they considered it as То есть science. этот анализ они называют наукой. Because for them there is no base to study. Потому что для них нет основы для изучения. No one has written any books on that. Никто об этом книгу не написал. Each physicist they tried themselves to find out the cause and consequence of this world. Каждый ученый по отдельности пытается изучить причину и последствия этого мира. So each physicist had a different opinion И у about the каждого nature. из ученых свое собственное мнение о природе. When there is a common opinion, А когда есть общее мнение, that will be called as a pure science. то это называется чистая наука. When there is difference of opinion, А когда есть разница во мнениях, that study becomes the quantum physics, то это становится квантовой физикой. whereas the concept what they come at last, И в конце концов, та концепция, к которой они приходят в конечном итоге, that should be considered as the true physics. вот это надо считать настоящей физикой. Because finally when they study properly, they could come to a same conclusion. Потому что если бы они правильно изучали все как следует, они бы пришли к одному заключению. What is that? И в чем оно состоит? How this atom has manifested, Как проявился атом, where it exists, где он существует, where it subsides, где он исчезает. which cannot be realized. И это невозможно понять. That is the concept, true concept and true physics. То, что нельзя понять, это и есть настоящая концепция, это и есть настоящая физика. So in this way, the Big Bang theory also tried to study about the nature. То есть таким образом вот эта теория большого взрыва вот, относительно природы, When they could able to reach to that atom, когда они уже в своих изучениях достигли they знания об failed to атоме, realize how and where from it manifests. но тем не менее они не смогли понять, откуда он появился и проявился, этот атом. So that is conscious state. И это есть состояние бодрствования. When you witness something, Когда вы что-то видите, лицезреете, when you try to understand something, когда вы пытаетесь что-то понять, that is conscious state. это и есть состояние You are not in a бодрствования. dream. Вы не в состоянии сна. So the nature, as in a deep sleep state, it is a dead instrument. Природа, как состояние глубокого сна, она представляет собой мертвый инструмент. When the same Неживой nature инструмент. is transferred into an object for study and analysis, Когда та же самая природа трансформируется в объект для изучения, it is a dream state. то она становится, то это состояние сна со сновидениями. And finally, where from it has born and where it dies, when you see through your conscious state, that is the true conscious state. И когда вы смотрите, откуда она пришла, откуда она родилась и где она уходит, умерла, это и есть состояние, настоящее состояние бодрствования. So in the conscious state, not only your conscience is awakened, Не только ваше сознание работает и пробуждено, but your mind and sensory organs, intellect, all are awakened. работают также и ум, и интеллект, и все органы чувств.
So proper analysis can be made only in the conscious state, Поэтому настоящий правильный анализ мы можем провести только в состоянии бодрствования. not in the dream state or in the deep sleep state. Мы не можем этого сделать в состоянии сна с сновидениями и сна без сновидений, глубокого сна. Now the physicists further analyzed this subject. Далее физики изучали этот субъект. What they could find in the nature? Что они смогли обнаружить в природе? Energy. Энергию. What is that energy? Что это за энергия? So they find it can be a kinetic energy. Они пришли к выводу, что это может быть кинетическая энергия. What is kinetic Что energy? такое кинетическая энергия? How many of you have studied science? Кто из вас изучал науку, физику? Кто знает, что такое кинетическая энергия? Кто-нибудь учил? Кто знает? Ну, физику. Физику, математику кто-нибудь учил? Все учили, но не помнят. Everyone studied, but no one remembers this. So kinetic means Кинетическая энергия означает, which has non-movement. это означает недвижимая It remains энергия. as an energy, Она остается как энергия, но она не двигается. but non-movement. То есть нет движения. Then how it starts moving? Тогда вопрос, как она начинает свое движение? Then they could able to find out the reason for non-movement И тогда они смогли найти причину вот and ее how it can be недвижимости. moved И как ее можно заставить вот, is the potential двигаться. energy. И причиной к этому движению, чтобы заставить кинетическую двигаться, это потенциальная энергия. When you say I exist, Когда вы говорите «я существую», means you have some potentiality to call yourself that I exist. это означает, что у вас есть какой-то потенциал сказать, что «я существую». So your energy is having some kind of strength to reclaim that you exist. То есть у вашей энергии есть какая-то сила, в ней есть сила утверждать, что «я существую». Опять. So if there is no potential energy, you are like a dead instrument. А если нет потенциальной энергии, то вы как мертвый неживой инструмент. So physicists come to the conclusion because of the potential energy, the kinetic energy, they found that it is existing. И физики пришли к заключению, что благодаря потенциальной энергии существует кинетическая энергия. And both kinetic and potential energy are interdependent. И потенциальная энергия, кинетическая энергия, они взаимозависимы. Kinetic energy is this body, Кинетическая энергия это тело, and potential energy is the spirit. а потенциальная энергия это дух в этом теле. If this spirit goes out, Если дух выходит, this kinetic body will become stagnant. то кинетическое тело становится неподвижным. So, with this potential energy and kinetic energy, what can be analyzed and studied further, they tried to go on for research. Далее они стали изучать, что можно сделать вот с помощью этих двух энергий, потенциальной и кинетической. Then they could come across and found one more energy called И далее они столкнулись с еще одной энергией, открыли еще один вид энергии. thermal energy. Это термальная энергия. Now, in front of me, camera is there. Вот сейчас передо мной стоит камера. This is thermal energy. Это термальная энергия. Because it has no potential Потому что у нее нет потенциала. and it seems to be kinetic, Она кажется кинетической, non-movement, как неподвижной, but но due to the potential energy, благодаря потенциальной энергии it transformed itself to thermal energy. она преобразовалась в термальную энергию. As such, the camera is kinetic. Поэтому на самом деле камера сама по себе это кинетическая энергия. Inside the energy is potential, Внутри ее потенциальная энергия, which tries to capture the image, которая пытается захватить, сделать снимки. and the output image is the thermal energy. И результат, вот эти снимки, это и есть термальная энергия. I will clarify you once again, Еще not раз. with camera, Еще раз дам пример, But уже не на камере, а with our physical existence. на примере нашего физического существования. Now I look at all of you. Я сейчас смотрю на всех вас. When I don't develop any kind of feelings towards you, Когда я по отношению к вам не развиваю никаких чувств, my energy will be called as kinetic energy. то моя энергия, ее можно назвать кинетической. As you go on the road, Когда вы идете по дороге, as long you are not have any objective in your mind, пока у вас в уме нет никакого объекта, whatever you perceive on the road, все, что вы воспринимаете
понимаете по пути, just you skip from your mind what you perceived. все это вот как заходит в глаза, и тут же вы забываете. Оно уходит из So, вашего for мозга. you, all which are present in this world, it is like a dead instrument. И в этот момент все, что вокруг вас находится в этой природе, это все как неживой инструмент. When you are attracted by some object, Если вас вдруг привлек какой-то объект, that attraction is the potential energy. то вот это вот привлечение, оно и привлекательность это, оно и есть kinetic potential. Это есть потенциальная энергия, Which makes you to be subjected to the object. которая вас заставляет Your attention is drawn towards the object. заставляет вас привлечься к этому объекту, то есть ваше внимание привлекается к этому объекту. When your attention is drawn towards the object, it means some potential energy is working in you. Если вас привлек какой-то объект, это означает, в вас присутствует какая-то потенциальная энергия, она вас привлекает. Now, after you got attracted to some object, После этого, как вы привлеклись к what you какому-то study объекту, further about that когда object, вы начинаете дальше изучать этот объект, что what вы you try to infer the conclusion about the object, какие заключения вы делаете об объекте в этот момент? that conclusion Вот все эти заключения is named as thermal energy. называются термальной энергией. Because your conclusion cannot be correct. Потому что ваше заключение не может быть правильным. Out of ignorance, you are trying to draw some inferences about the object. Вы просто какие-то делаете предположения относительно этого объекта. For me, it is a mere flower. Для меня это просто цветок. The person who smells this, А для человека, который нюхает who is его, attracted by the fragrance, кому нравится, кто привлечен ароматом цветов, so his opinion will be different about this flower. у него будет другое мнение об этих цветах. Some who completely immersed into that fragrance, А тот, кто погрузился полностью в аромат этих for цветов, them it will be a different image. для него это абсолютно другой образ. So person to person, the opinion differs. Поэтому мнения разделяются, у каждого свое. So that has become the thermal energy. И это стало термальной энергией. Now, for an example, Например, the same energy is in this camera, та же самая энергия in this в fan, камере, in this в этом light, вентиляторе, в свете, на потолке. but the functions are different. But- Functions are но different. функции, которые они выполняют, различные. It is capturing the image, Камера снимает, fan is blowing the air, вентилятор дует and воздух, light is blossoming. а свет освещает нас. So, one energy but different functions. Значит, одна и та же энергия, ток электрический, а различные действия. According to their body, they functions accordingly. То есть, вот какое у них тело, так они и работают. According to their potentiality, they functions accordingly. Какой у них потенциал, соответственно, они также и работают. So, camera only knows to capture the image. Вот камера знает только одно – снимать. Fan can blow only the air, Вентилятор может только дуть, and light can а свет только может bring светить. the light. So, it cannot capture the image, Свет не может снимать, it cannot bring the вентилятор light, не может светить, and this cannot blow the air. а камера не может дуть. But Но in all, во всех них that supreme energy called current is one and the same. высшая энергия, которую мы называем током, одна и та же. That is the true nature. И это есть истинная природа. Now, can you understand? Теперь поняли? So, one energy functions variously. То есть одна и та же энергия действует по-разному. This multifunction, И вот это вот различные the функции, physicists could able to analyze, физики все это проанализировали, and they named it as kinetic, potential, and the thermal. проанализировали эту энергию и назвали ее кинетической, потенциальной и Kinetic is термальной. non-movement. Кинетическая энергия, она не шевелится, не Potential makes the kinetic to move. потенциально заставляет кинетическую двигаться. The permutation and combination of kinetic and the potential И сочетание и перестановка потенциальной results и into кинетической thermal энергии energies. становится термальной энергией. Okay. So that thermal energies can be many. Поэтому термальной энергии
может быть очень много, она очень разнообразна. From thermal energy, there is a gravitational energy. От термальной энергии идет энергия гравитации. Gravitational is what? Что такое гравитация? Sound, light, Это звук, свет, air. воздух. All these vibrations has been named as Все эти gravitational вибрации energies. называют гравитационными энергиями. So this is what the conclusion about the nature by the physicist. Вот к какому заключению пришли физики относительно природы. How far you people have understood up to now? Теперь до какой степени вы что-то поняли? Скажите мне, пожалуйста. If any